Ух ты. Это Это собака, это был олень. Такого же цвета. дачные тоже такой, дачные участки, скажем. Здесь улица. Даже есть название улицы и домов. Элитный район. Я так думаю, потому что он находится возле озера. Ну, сразу вот домик Да. деревянный, обычный. А вот деревянный необычный. Ну, это, наверное, какой-то старый такой район дачный, да? Ну да, о, кемпер стоит. Люди ездят, отдыхают на нем. Так, спускаемся вниз. Дачный вариант. Ой. А вот заброшенный тоже домик, дачка заброшенная. А вот тут вот новая постройка уже стала. Мусорный контейнер даже стоит. Люди на природе отдыхают. Ну что, пойдем посмотрим. Бак сколько. Нам сейчас главное найти спуск к реке, к озеру. И вот мы его нашли. Вот тут вверх дорога тоже есть, видите, со всех сторон. А вот мы и нашли спуск. Да, видите, какие интересные, деревянные. Ой, это вообще элитный район для дачи. А я что говорил? Замечательное место. Такого второго района надо еще поискать, еще и не найдешь. Это мы на Зэкве находимся. Ой, мы, кстати, вам тут покажем очень интересное э, ну, изобретение, скажем так. Куда пойдем, влево или вправо? Пойдем Наверное, вправо, потом... давай запомни, где мы остановились. Смотри, вот столик и лодка на берегу. Красота. Да. Красиво. А не темно? Уже. А не темно. Вот такой вот пагорб, и на нем расположены эти дачи. Ну да, просто прямо на берегу нельзя строиться. Ну и да, и тут низина. Может, здесь поднимается вода высоко, я не знаю. И наверху вон сколько домов. Тут такие густые деревья, что не очень-то и видно. Но вот просматриваются эти великолепные дома дачные. Смотри, какая красота. Ну, я скажу так, здесь 3 этажа, наверное. они недешево стоят, потому что на берегу всегда дороже, чем тем более со своими участками. Это ты про это изобретение? Нет, я не про бревно. О, а я думал, бревно можно, люди используют как мостик. А вон крячка пошла по бревну. Вот смотрите, дачный домик. Вот такая вот дачка деревянная, с бруса сделана. Вот Прямо видите, как у нас на реках, гляньте. да, Какая красота. люди себе построили там будочку, и в этой будочке, если дождик, можно спрятаться. И вот видите, мусорные мешки стоят, чтобы сюда мусор выкидывать. Так, а бы я не провалился. Идем медленно, но уверенно. Доски уже так подгнили немного. Не хочется искупаться. Ура, мы дошли. Вот такой вот вид. Открывается это с мостика. Люди вон на лодочке плавают. Ну и вот видите, тут такая будочка.
Мы опять на земле. Вот такая дачка с такими колоннами. Тоже хорошо смотрится таким видом. Вот смотрите. Эта асфальтная дорога подходит прямо вот здесь вот. К этому дому. Ну, пойдем. Так вот здесь можно машины оставлять. Это стоянка машин. Вот люди здесь на парковку становятся и идут рыбу ловить. Вот информационная таблица с Кубянки. А тут что? Вот реклама гмины Сирос, чтобы забирали мусор с собой, если привозят. И вот везде вот притаилась дачка в лесу. Такая трехэтажная. А вот подходим к изобретению. То, что хотели показать. Видите, мостик. Хороший мостик. Но перебраться туда невозможно. А почему? Потому что там вот есть кнопочка такая на той стороне. Ее надо нажать. И вот оттуда вот выйдет трап. Установится здесь. И все. И можно тогда идти. А на данном... Да. Вот. Видите, написано. Вон кнопка красная. Вот датчик, наверное. И он полозья. Объект мониторован. Да. Ну, утка туда как-то прошла. Не знаю как. Но видите, вот такое вот изобретение, что обезопасивает ваш мостик от того... Не хотите, чтобы по вашему Ай! ходили Да. посторонние люди. Пожалуйста, сделайте такое вот, такое изобретение, примените на своем мостике, и будет все окей. А вот дача прямо с выходом. Там яхта. Да. Вот яхта. Правда, здесь выход немного зарос. Они, видно, яхты приплывают с другой стороны. Но вот так вот, видите, расположены. Дождик начался немножко. Вот, смотрите, тоже ступеньки идут вниз, лестница. И дачка там наверху. А тут такая дорожка по бережку идет. Сосны высокие. Красота! Главная вода рядом. Да. И искупаться можно, и рыбу половить. Больше мало таких дач. Ну, по крайней мере, мы знаем мало таких мест очень, где есть выход В воде. прямо К в воде. воде. Да, да. Притом в чистой воде. Тут некоторые дачи, конечно, заброшены. Ну, странно, потому что они должны быть здесь очень дорогие. Я не знаю, может, есть какие-то законы тут пока покупки, или если кто-то из наших зрителей знает, расскажите, нам будет интересно. Теперь смотрите, какой дом. Хотел сказать дача, но язык не повернулся. Тут гараж для лодки. Ну, давайте посмотрим на эти мостики, которые раздвигаются. Это они или нет? Нет, эти. Да, вот снизу планка, как на воротах раздвижных. Вон механизм. Механизм, который раздвигает. И вот, чтобы попасть на вот этот вот прекрасный мостик, вот должна выехать вот эта вот штучка. Такое продолжение этого мостика. Хорошо придумано. Вот на противоположном берегу этого озера комплексы два построено. Где-то их, я не знаю, лет за 5, наверное, построили и сдали.
Один побыстрее, один подольше. И там же находится станция железнодорожная. А вот дачка вот эта вот, что я начал показывать. Вот видите, лестница, гаражик для лодки. И там на самом верху дачка. С таким вот забором. Хорошее место. Здесь, кстати, с нее очень хороший вид, да. Здесь нету деревьев, получается. И вот еще одна дача на холме. Такой газон перед дачей, холм кожаный. И тоже выход к воде. Но не личный выход. Ну вот видите, даже лампа есть, электричество тянется, камера наблюдения, Ну, это в случае, перекрыта дорога. если ты вдруг яхтой приехал и там поставил, И написано терен приватный. чтобы ее никто у вас не угнал. Ну, тоже такое же. Точно такой же мостик. Тоже такое выдвижные. Не знаю, как это назвать правильно. Выдвигаются, короче, такие сходы. И по ним заходится. Это видно здесь так у половины сделано. И вот смотрите, такая шикарная лестница идет наверх. Шикарная дача. Дачка шикарная, да. Что охрана круглосуточная. Охрана круглосуточная. И вот такая беседка, там гриль стоит. Ну это дача, так дача, да? Но это дом так дом. Ну да. Как ее дачей можно назвать? Вот показываем вам еще дача. Вон современный какой дом. Деревом обшитый, немного позеленел стены. Но очень большие панорамные окна. Да, это дом двухэтажный. Не назовешь дачей где-то. Нет, я и не называю, потому что мне стыдно. Мне за дачи стыдно такое дачи назвать. Нет, это вот эти такие большие окна. Ну, там кто-то есть уже. Машина стоит. Ну, очень. И тоже на мостике написано, что терен приватный, видите? Да. Ну, то есть это ихний Чужим мостик. людям, да, люди построили, поэтому пользоваться чужим. Байдарки стоят. Велосипед водный. А, нет, это яхточка. А, вот еще один мостик. То есть два мостика. А, ну здесь, видите, здесь нет уже такого. Удочка стоит. Удочка. Удочка ловят. Уточки ходят. Вон, поплыли. Смотрите, дом на курьих ножках. Для детей сделали. Ну вот, тоже такие вот ступенечки. Смотрите, сделали тут берег такими вот секциями из земли насыпали, и можно спокойно ходить, не будете грузнуть. А здесь вот металлический такой вот мостик, упрощенный. Зато дом не упрощенный. Тоже окна такие, видите. Интересно, туда машина с реки заезжает? Туда заезжает яхта. Катер. Смотрите, какая оригинальная крыша у этой дачи. Она заброшенная. Здесь давно уже никого нет. Посмотрите на эту трубу, которую соорудили. Там уже деревья проросли. Видно, давно здесь стоит. Да. Почему их не продают? Ну и, соответственно, не покупают. Фонарь какой, смотри, какой старый фонарь. Да, Это калитки. очень интересная дача, да? Ну. Конструкция Жалко, такая. когда такие строения стоят заброшенные. И обидно. Ну да, и обидно. Смотрите, вот это вот заброшенная эта дача, а вот здесь вот строят Новый дом. новый дом. Положили опалубку, будут заливать. Причем очень большой дом. Да, здесь тоже вид хороший, здесь деревьев нету. Смотрите, уже залили гаражный, так сказать, гаражный этаж цокольный. Может, тот дом в аварийном состоянии, поэтому... Может быть. Но вот сюда что-то доставить, я даже, честно сказать, не представляю. Наверное, откуда-то. Ну, откуда-то... А, кстати, фонарь, может, там улица есть? Потому что, вон, смотрю, эти... А, забор с той стороны. Угу.
Ну видите, а вот представьте, что вам этого всего не надо. Вы просто сюда привезли и поставили модульный дом. Такой, как вы захотели. Хотите 2 секции, хотите 3, хотите в 2 этажа. И не надо вот это ждать, пока вам все позаливают здесь. Ну, тем более, когда это дача. Если это Да. дом, то да. Еще можно подумать. Да. Да и в доме можно жить. Добротное Ну, строительство, это хорошо. да, ну тут я подымусь. Вот такая аутентичная дача. Колеса такие стоят от телеги. Тоже такие деревянные лавочки, столик. Верх деревянный, низ бетонный. Вот И лодки стоят. 3-этажная дача. А, утка, смотрите. Вон она. На мостике голову подняла, видите? А вот эта дачка. Тоже хороший вид с нее. Дача такая не очень современная, но вид хороший. А вот Большая, сверху маленькая. поставили. У меня такое ощущение, что это модульный. Привезли модуль и поставили его на фундамент. Неухоженный участок, красивый. Смотрите, такие сделали они. Перепады. Газончик очень красивый, зелененький. Красивая дачка. Да, ухоженная. Вроде бы как ничего особенного, но ухоженная, красивая, да? А когда ухоженное, все красивое. Вот подпорные стены так идут, и на всем протяжении дачки сделали они так красивый газон. Очень красивая дачка. Идем по такому узкому проходу. Честно сказать, я даже не знаю, как сюда. А, вон машина проезжает. Как сюда доставляется грузы, товар. А, ну вот, видишь, есть здесь дорога. Это отдельно вообще дорога для... Смотрите, подпорные стенки и тут сделали, тут, чтобы можно было подъехать к этим дачам. Да. А вот такой вот домик. Каркасник обшитый. Такое уже современное строительство. Вежбова улица. Красные двери. Хороший домик. Вот тут везде улица. Дембова. Это вот дачные домики, видите, закрыты пока ставни. Еще холодные люди не очень спешат на своей даче. Особенно у кого нет отопления. Ну, понятно, что в любое время можно Вон домик тоже. включить электро. Как его называют? Обогреватель. Электрообогреватель. Да. Тут немного закрыто. Замок какой-то странный. Что он закрывает, непонятно. Ну, тут люди немного загородились. Тут номер, смотри, какой. Вот продают эту дачу. Смотрите, 550 метров квадратных террен. Вам покажем вот такой вот домик на фундаменте из кирпича. Ну, что же я сделаю? Как я посмотрю по-другому? Я так покажу из-за забора только. Вон окна открыты. Ставни там, печь внутри. Подвал есть, я так понимаю. Ну вот. При желании Можете поинтересоваться. Да. Потом нам напишите, сколько она стоит. Ну и вот гараж вот этот вот деревянный ходит. И выход прямо к озеру. Спереди вот такая вот терраска есть у них. Ну и выход, да, вон выход прямо. Вот у людей территория такая вот.
Тут уже люди поприезжали. Да. Там никого, а здесь прямо все приехали. На. Кстати, тут раз мы как раз сюда и приезжали. Вот дачка. Вот деревянная. И вот такая вот каменно-деревянная. Ой, а этот дом прямо внутри, вот смотри, внутри. Внутри. Ага. Ну да. Получается стенка подпорная, и он как внутри стоит. Пробираемся сквозь чащи. Возвращаемся из похода. И уже идем домой. Дождь идет. И мы идем. Где-то слышно, лодка едет по Зэгже. И дождик шумит. Птицы поют. Тишина, людей нет. Сегодня пятница, поэтому, может, людей нету. А будет суббота. В воскресенье, наверное, все нагрянут. Так, вроде мы дошли до своего... Да, вон лавка знакомая. Собака с кем-то идет. Поднимаемся наверх. Ну все, заканчиваем. Все, до новых встреч. Смотрите наши каналы, подписывайтесь, не пропускайте новых видео. Будет много интересного. Впереди разбор выставки мобильных и модульных домов в Варшаве. Да, точно. Все, до новых встреч. Пока-пока.